Рады вас приветствовать на канале Go с нами. Сегодня мы отправляемся в город Даллас. Всем привет и добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправляемся в наше новое путешествие по штату Техас. Go с нами! Вот так вот заселяемся в отель. Очень прохладненько на улице у нас, но вход вообще отличный, высадка пассажиров сделана шикарно, если вдруг дождь, снег, очень удобно. Заходим и попадаем в вестибюль. Да, это мотель с таким размахом. Такое прекрасное лобби здесь. Целое здание с деревянными потолками, новая мебель, все современно оформлено. Недавно была реконструкция. Здесь есть номера, которые выходят, получается, на бассейн. У тебя балкончики или окна с выходом сюда во внутренний дворик ресепшена. Бассейн с подсветочкой, комплиментарный кофе 24/7, вендинговые аппараты, все как надо. 2 ресторана работает. Доставка в номера. Доставка прям в номер. И у нас с завтраком включенным. Здесь такая чиллаут-зона. Чуть-чуть от ресепшена отходим. Прикольно. Так вот мы поднялись. Да, это типа садик здесь. И тут тоже еще чиллаутик. Очень круто. И вот такой бассейн с подсветкой. И наверняка с подогревом. Бассейн. Но это мы уже проверим завтра. Прикольно. Наш номерочек 2191. На 2-м этаже мы живем. Стандартный номер. Однокомнатный. Сразу на входе ванная. Заходи, пожалуйста. Как обычно, все необходимое есть. Все светленькое, чистенькое. Очень чистенько. Да. И дальше небольшая комнатка. Мне нравится. Хорошая, да. Ну, современный, помененная. Холодильник, сейф, микроволновка. А вот размер нашего отеля. Такое количество здесь комнат, 4 этажа, бассейн, какой-то сад, мы еще в него не ходили. Тут надо сказать, что здесь совмещено несколько отелей, мотелей. Виндхэм, Рамада. Вот у нас Рамада. Это даже написано на картинке. Вообще адекватно за такие деньги. Да супер! Даллас – это город в США, расположенный в северо-восточной части штата Техас на реке Тринити. Он основан в 1841 году. Город назван в честь Джорджа Далласа, 11-го вице-президента Соединенных Штатов. Вот мы и добрались до центра Далласа. Сегодня хорошая солнечная погода, но морозно, минус 3 градуса. Нас здесь встречает Коммерсбанк. Ну какие первые впечатления у тебя? Ну, пока это прям большой город. Не зря он 4-й в Америке. В Техасе? Вообще-то он 9-й город по размерам, по населению в Соединенных Штатах, а в Техасе он 3-й. 1 300 000 человек проживает здесь, в Далласе. Больше только в Хьюстоне и в Сан-Антонио. Инсталляция «Большой глаз» установлена в 2007 году. Это копия глазного яблока художника, который его придумал и изобразил. И отсылка идет к большому брату. Очень детально. Это Пегас Плаза. И раньше здесь была установлена большая статуя Пегаса во дворе, но теперь ее переместили на самый верх здания. Вот так вот она выглядит. Интересные метаморфозы происходят с этим зданием. Вот такая вот наледь образовалась. И вот даже на видео видно, как капельки падают.
place. Это у нас мемориал убитому Джону Кеннеди. В центре Reunion Tower с обзорной площадкой. Мы попозже туда заедем. А вот это историческое здание сейчас является музеем Далласа и Техаса. Вот так вот внутри мемориала Джона Кеннеди. Ничего особого. 4 бетонных стены. И плита с его именем. Вот так выглядит здание суда по криминалу. Dallas County Criminal Courts. А здесь начинается исторический район города. Вот здесь начинается Дили Плаза. Вот тот кусочек здания, как раз откуда Ли Харви Освальд стрелял в президента Кеннеди. Тоже часть мемориала, да? Это вот рассказывается, в каком именно месте, где, как был застрелен. Да, показан маршрут, как ехал Кеннеди, откуда в него выстрелили. И крестиком помечено там, где его убили. Вот отсюда из библиотеки стрелял Освальд. Вот это окно. Там даже такая отметина, как ствол, что ли, дуло ружья, винтовки. А вот и крестиком на дороге отмечено то место, где Кеннеди застрелили. Да, я себе это место вообще по-другому на самом деле представлял. Оно мне казалось более каким-то обширным, масштабным. Вот побывав здесь, я понимаю, что настолько все узкое и маленькое расстояние было. Поэтому, в общем, не составило труда Ли Харви Освальду застрелить Кеннеди. По сути, вот из этого угла он попал. А, здесь второй крест. Там был первый выстрел, он уже 2 раза попал. Здесь Ну вот это второй. первый, а потом второй. Они же наверх поднимались. Они оттуда ехали сюда. Тема покушения на президента Кеннеди очень хорошо показана в сериале «11-22-63», снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Исторические ворота. Historic West End. Начинается там исторический район. Здесь есть трамвайная линия. Через весь город проходит. Это у нас City Center. Ross Tower называется башня. В Далласе, здесь, как и в Нью-Йорке, очень любят между небоскребами строить церкви. Интересное явление. Собор Святой Гваделупы. В 1930 году в 160 километрах к востоку от Далласа была обнаружена нефть, и город быстро превратился в центр нефтяной индустрии Техаса. Когда к 80-м годам нефтяная индустрия в основном переместилась в Хьюстон, Даллас переориентировался на расцветающий технологический бум, вызванный растущей информационной и телекоммуникационной индустриями, оставаясь при этом центром банковской системы и бизнеса. Мы находимся около небоскреба, который называется Plaza of Americas, и на входе стоит статуя, и она смотрит на вход в здание. Обычно все статуи около небоскребов, около зданий смотрят на улицу, а здесь почему-то она развернута к посетителям здания. Трамвайная линия в Далласе проходит по центру города. Протяженность линии всего 4 километра. Трамвайными линиями заведует компания DART. Она является одной из первых компаний, кто запустил скоростной трамвай в юго-восточной части США. Здесь находится памятник, посвященный людям, выжившим и победившим рак.
Мы находимся на площади Пасифик. Здесь есть одноименный парк. Тоже центральная часть города, в общем-то. Ну как тебе Даллас, Ань, расскажи. Мне пока все нравится. Это смесь Запада и Востока здесь. Такой центральный город в центре США, в Техасе. Даллас находится на территории региона Аллея Торнадо, который расположен в центральной части США, на землях прерий Среднего Запада и Юга. Весной холодный фронт, движущийся из Канады, сталкивается с теплыми влажными воздушными массами, идущими со стороны Мексиканского залива. Когда эти фронты встречаются над Далласом, возникает сильный шторм с захватывающим шоу из молний, ливней, града и зачастую торнадо. Аня пошла в театр Мажестик. Такое красивое здание. Здесь юридический центр. А напротив Main Street Garden, парк, сад. Первая пресвитерианская церковь Далласа. Мы не знаем, единственная или нет. Но выглядит красиво. Как и сам Даллас. Парк Пайонир Плаза. Здесь перегон скота. Такой памятник большой. Вот Посмотри, он, ковбой. Гонит быков и коров. А вот утятки. Учится плавать. Совсем маленький. Мечется. Это у нас идет такой же погон скота, как мы видели в небольшом городке недалеко от Далласа, Форт Уорт. Вы это видели в прошлом видеоролике. Скульптуры символизируют историю ранчо и скотоводства в Техасе. 3 ковбоя, вылитых из бронзы, ведут на пастбище 50 бронзовых буйволов. Американский скульптор Роберт Саммерс трудился над этой работой с 1992 по 1997 год. Композиция находится на том месте, где когда-то останавливались погонщики скота, гнавшие с востока на запад многотысячные стада голов. 170-метровая смотровая башня в Далласе является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города. Башня расположена на бульваре Реюнион в центре Далласа. Башня была построена 2 февраля 1978 года вместе с отелем Hyatt Regency Dallas. Мы добрались до Reunion Tower, обзорная площадка на весь город. Сейчас будем подниматься на лифте. Вот такой макетик. That's roughly 50 stories. Once at the top, you'll get a 360-degree view inside and outside. On the outer ring, we have free telescopes that let you see as far as 30 miles or 48 kilometers. Мы поднялись, видно развязочки с высоты. Развязочки Далласа. И вот он вид на центр города. Со смотровой площадки можно выйти на уличную площадку. Как на Empire State Building практически. Практически. Так вот выглядит даунтаун Далласа. Красотишка же. Башня состоит из 3 этажей с круглыми планировками, расположенных на 4 бетонных сваях. В центральной цилиндрической шахте находятся лестницы и механическое оборудование. 3 прямоугольные шахты с лифтами расположены параллельно центральной шахте. Наружная стена каждой шахты состоит из стеклянных панелей, из которых туристы могут любоваться городом во время 68-секундной поездки на лифте на вершину. Ночью шар на вершине башни подсвечивается 259 светодиодными светильниками. Ну, как твои впечатления после прогулки по обзорной площадке? Очень прикольно, вид шикарный, но прохладно наверху. Холоднее, чем то, что мы гуляли по улице, конечно. Очень мне нравится вот эта стена светящаяся. Переливается. Здесь ресторанчик еще есть.
Уровень преступности в Далласе находился на первом месте среди крупнейших городов Америки в начале 2000-х годов. Большинство частей города в основном безопасно, но некоторые районы следует избегать с наступлением темноты. Приехали поужинать в ресторанчик, который называется Red Lobster. Здесь подают лобстеров, морепродукты. На входе нас встречают лобстеры. Ну вот, в принципе, такой антуражик. Это сетка по всему США с морепродуктами. Неплохой ресторан, не особо дорогой для морепродуктов. Да. Вот. Приносит комплиментом хлеб. Вот такие вот бисквиты. Я заказал себе клэм-чаудер New England и лобстеров в тако завернутые. А у Ани паста с лобстером или Да. с креветками? С лобстером. С лобстером. Ждем еду. Подъехал мой суп, клэм-чаудер. Кстати, он не такой густой, как был в Бостоне или там в Сиэтле. Аня все еще ожидает свою еду. Так, ну вот мой лобстер подъехал с сальсой, с чипсонами. И у Ани ее паста, С лобстером. выглядящая очень аппетитно. Очень. Ну давай попробуй и скажи свои ощущения. Лобстер хороший. Пасту они делают сами. Но это придется подождать. Сливочно какой-то цитрусовый соус со спаржей и помидорками. Очень вкусно. Ну ты довольна? Ну, всё, хорошо. Международный аэропорт Даллас-Форт Уорт является крупнейшим аэропортом в штате Техас, вторым по величине в США и третьим по величине в мире. Мы пришли на мост, с которого открывается главный вид на Даллас. Все открытки сделаны именно отсюда. Этот мост называется мост Маргарет Макдермот. Красивый вид, конечно, ничего не скажешь. Мост назван в честь Маргарет Макдермот, жены Юджина Макдермота, филантропа и основателя компании Texas Instruments. Мост был построен относительно недавно, в 2017 году. Расчетный пролет арки 343 метра, а высота арки 103 метра. Мы решили после целого дня гуляний сходить в бассейн, искупать Вову. Заходим. Здесь у нас джакузи. Красота. Только что-то мелковато, по-моему. Хотя нет, 180 сантиметров. Вова перебрался в джакузи. Почему он не бурлит у тебя? Нет, что-то надо нажать. Мы пришли на завтрак. У нас в отеле входит завтрак. Один кусочек, Да. Курочка, скрэмбл, картошечка. Здесь у нас стойка для вафель. Фрукты, йогурты, растительные и клубничные. Начинки для йогуртов. Здесь у нас скрэмбл, вареные яйца, панкейки, курочка, картошка, соки, яблоки, бананы, разные хлопья и стойка с кофе. Очень выглядит прилично. Следующий день мы начали с поездки в общественный парк. Мы приехали в парк, который называется Черепаший. Turtle Creek парк. Черепаший ручей. Как обычно в парках в Америке, лавочки именные.
память о ком-либо. Здесь вот такая красивая арка, летом она вся зеленая. Очень симпатично выглядит. Фотогеничное место. Павильончик. Да. Тут же вокруг жилые дома. Можно гулять с животными своими. Вот такие здесь красивые упитанные белочки обитают. И вот в этом здании проводятся разные мероприятия. Можно свадьбу устроить, ресторан там заказать. Красивое место, да? На каждом дереве белки бегают. Фонари у них там подвешены. То есть создают им тут атмосферу уютную. И не только им, еще и людям. А вот и ручей. Такая дамба. В парке стоят такие фонтанчики для воды. Здесь маленький для животных, поменьше, побольше. И отдельный фонтанчик для того, чтобы в бутылку наливать воду. Тут в парке есть небольшая обзорная площадка. Можно на нее подняться. Что мы и сделали. Удивительно, как из ничего они делают условную достопримечательность. Просто какой-то ручей. Окей, вдоль него набережная, хорошо. Но вот тут на холме они сделали такую смотровую площадку, балкон стеклянный, все в мраморе. Как Летом это? тут красиво, думаю. Да. Ну просто зачем, как, почему? Прикольно. Для людей. Да понятно, что для людей это классно, но просто удивительно это для русского человека. Приехали к какому-то зданию, которое принадлежит Crown Holdings. Это компания, которая делает жестяные банки, упаковки разные. Огромная корпорация, и у них здесь просто офигенная территория. Целый парк скульптур на территории. Это юридическая компания и инвестиционная также. У них здесь много всяких отделов. Мейлол. Надпись гласит на памятнике. Памятнику желудям. А вот мужчина держит птиц на руках. Голубков. Но это не голуби, Не наверное. только голубки. Да. Фазаны какие-то. Прям как дворец какой-то. Да, вот за деревьями высокая такая часовня. Интересненько. Родин. 1909 год. Это prayer, молящийся на коленях. Часовня с колоколом. Да, это прям целая усадьба. Здесь очень много скульптур, фигур. Это кампус, который называется Old Parkland. Он был основан в 1894 году и служил во время 2 мировых войн как учебная больница. А во второй половине 20 века место перестали использовать как больницу и начали использовать для различных городских служб. Сейчас мы вами узнаем, как переводится надпись на камне. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Давай, Анечка, расскажи нам. Удача – это то, что делает тебя счастливым, когда preparation встречается с opportunity. Все ясно. Удача – это то, что случается, когда подготовка встречается с возможностью.
Я так и сказала. Синака де Янгер. Ну а мы возвращаемся в центр Далласа, чтобы продолжить изучение этого красивого города. Мы уже подъехали к новому парку. Не смогли мы подъехать к дворцу, к которому хотели. Нас попросили выйти с территории этого огромного парка, дворца, потому что это частная территория, и если вы не работаете в этой компании, то нельзя находиться на территории офисного здания, можно так сказать. Сейчас мы приехали в новый парк, называется Клайд Уоррен парк. Он находится на шоссе между двух дорог, и под нами проходит скоростная трасса. Очень современный парк, электронные табло, расписание фудтраков есть. Везде QR-коды, что как организовано. Все подписано, очень симпатично. Центр Далласа очень красивый, достаточно современный. Но людей немного. Но они есть. В общем, этот парк поделен на две части. Разделяет его шоссе небольшое, дорога. Всякие разные мероприятия здесь проходят. В общем, такое, видимо, знаковое центральное место для местных жителей. Летом здесь, я думаю, очень красиво. Сейчас немножко не хватает листьев. Следующая игра. Ну, попробуй сама кинь. Очередь Анечки. О, давай еще 3 попытки. Ой, это самая близкая пока твоя. Что-то такой ветер прям разыгрался. Все пропало, все сгорело. Почти. Клайд Уоррен парк был открыт в 2012 году и соединяет Далласский район искусств с другими районами и служит центральным местом общественного сбора для жителей и гостей Далласа. Площадь парка составляет 2,2 гектара. А мы едем в модный жилой район, расположенный в восточной части Далласа под названием Deep Ellum. Он является одним из наиболее исторически значимых районов города. Он получил свою известность благодаря бизнесу Роберта Мангера по производству хлопкоперерабатывающего оборудования и открытию Генри Фордом одного из первых автомобильных заводов. Мы тем временем приехали в район Deep Ellum. Это вот такая выставка каких-то непонятных фигурок по всему райончику. Он недалеко от Далласа. Мы уже несколько скульптур видели, но особого смысла ездить здесь их искать нету. В общем, это старый промышленный район, который сейчас преобразовывают в такую вот арт-выставку. Сплошные граффити, какие-то скульптуры из металла. В общем, прикольно. Это прототип Вовы. Путешествующий мужчина. Traveling Man. Это его друг с птичками. Отдохнуть прилег. На гитаре играет. Интересный факт, что в Далласе существует русскоязычное общество, и оно составляет, по некоторым оценкам, порядка 70 тысяч человек. В основном это иммигранты из республик бывшего СССР. В городе функционируют русскоязычные школы, магазины, православные храмы и русскоязычные протестантские церкви. Из православных храмов в районе Далласа известны кафедральный собор Святого Серафима и храм Святого Николая. Проводятся регулярные культурные мероприятия для русскоязычной общины, спектакли и выставки. Это мы приехали в Thanksgiving Square. Площадь Благодарения. Площадь Благодарения. И там находится церквушка, большая часовня.
Площадь Благодарения – это частный парк и общественное место, расположенное в центре Далласа. Оно состоит из 3 частей – ландшафтного сада и здания межконфессиональной часовни и значительной части подземной пешеходной сети города. Что это, Ань, расскажи. Это такая маленькая часовня посреди города. Очень здесь умиротворенно. И это самый большой витражный потолок либо в Америке, либо в мире. Это символ развития человеческого духа. Это спираль. В этом скверике такой неплохой сделан фонтанчик. Вообще как парк, где можно провести время. Летом здесь тоже, наверное, красиво. Сейчас все упаковано на зиму. А это арт-объект Кольца Благодарения, который является частью Площади Благодарения. Этот мини-парк, спроектированный архитектором Филиппом Джонсоном, был посвящен в 1976 году для продвижения концепции благодарности как универсальной человеческой ценности. Мы находимся на площади перед главным офисом AT&T. Это мобильная компания в Америке, и она была основана именно здесь, в Далласе. Здесь у них очень красивый сквер, их значок, 2 офисных здания и обалденный 3D-экран. Ну, это их основной офис. Да. Головной. Если вот тут здание какое отгрохали. И вообще эта площадь очень красивая. Фонтанчики, искусственный газончик. А вообще, это пешеходная зона с современной архитектурой и зелеными зонами, расположенная в самом центре делового центра города, называется AT&T Discovery District. Это федеральная резервная система города Даллас. Это здание. Этот дистрикт очень красивый, конечно. Городская мэрия города Даллас. Сейчас чуть-чуть поближе подойдем. Фонтан. И здесь такой вот у них парк. А вчера мы посещали скульптуру быков. Вот в той стороне. Ну, достаточно симпатичненько здесь. Не хватает только зелени. Но это поправимо. Ну а мы решили вернуться на место покушения на Джона Кеннеди и проехать на машине по тому самому маршруту, по которому ехал лимузин президента в тот роковой день 22 ноября 1963 года. Существует множество конспирологических теорий о том, кто же на самом деле убил Кеннеди. Думаю, что скоро все смогут узнать правду, так как нынешний президент США Дональд Трамп рассекретил несколько тысяч документов, связанных с убийством Джоном Кеннеди и дальнейшим расследованием его смерти. Нам остается только ждать финала этой истории. Мы пришли в кафешку здорового питания. У нас тут суп с кабачком. У Вовы к супу такой боул с говядиной. Стейк. Чикен wrap. А у меня лапша с курицей. И все выглядит очень хорошо. Мне кажется, это сетка заведения. Где-то я такое увидел. Возможно. И сама кафешечка выглядит вот так. Есть открытая кухня-бар. Тут бар с алкогольными напитками. И достаточно много посадочных мест. Покушали, вышли из ресторанчика. И Анечке очень нравится, как выглядит здесь район. Говорит, хорошие дома, закрытыми территориями, комьюнити. Я с ней согласен.
Вот такие новые и современные районы строят в последнее время в центре Далласа. Мы пришли к American Airlines арене. Домашняя площадка Dallas Mavericks, баскетбольной команды. И это их местная легенда Дирк Новицкий. Завершил карьеру лет 6 назад. Ему установили вот такой памятник. Вид на даунтаун. Идем внутрь. Готовишься? Всегда готов. Здесь ты еще не был на баскетболе. Еще нет. Но сейчас мы это исправим. На скольких аренах ты уже побывал? Я уже сбился со счета. На многих побывал. И жену приучил бывать. Надо сказать, что это не только домашний стадион Dallas Mavericks, он также домашний для хоккейного клуба, который в НХЛ играет, Dallas Stars. Ну что, Ань, ты в предвкушении? Очень, очень интересная арена. Такая она сделанная под старину. Я бы сказал, как кинотеатр. Или как кинотеатр, да. Посетить матч НБА – это развлечение для всей семьи. Американцы очень любят спорт и с удовольствием проводят 2,5 часа после работы, наблюдая за своими любимыми спортсменами. Наша поездка по Техасу и Далласу подошла к концу. Спасибо за внимание и просмотр. Подпишитесь на наш канал и смотрите другие наши ролики.